Привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Давно я задумывался о приобретении бормашинки, так как она в работе очень нужна. Где-то что-то мелкое подшлифовать, какие-то мелкие детали, мелкие работы. Тем более есть большой выбор различных насадок к этой бормашинке. Но пойти просто в магазин и купить ее — это не для нас. Пересмотрев кучу информации в интернете, для себя я выбрал оптимальный вариант заказать все комплектующие на известном сайте. Когда они придут, мы там посмотрим, померяем что куда и как это можно будет все соединить. Поехали. Ну что, друзья, пришли мне все необходимые компоненты. Давайте рассмотрим. Начнем с самой бормашинки. Это якобы американский Фарадом. Выглядит вполне прилично и качественно. Здесь установлен небольшой патрончик. Он зажимает оснастку диаметром до 4 мм. Люфтов в патроне не наблюдается. В комплекте имеется вот такой вот ключик. В использовании довольно удобный. Зажимает патрон плавно и без закусываний. С обратной стороны вкручен колпачок, в который вставляется тросик. Также он поджимает задний подшипник. Его мы обрежем и закрутим потом на место. Крутить все это дело будет коллекторный 775 мотор. Питание на 24 вольта, обороты более 15 тысяч. Диаметр вала 5 мм, спереди он сидит на подшипнике, сзади центрирующая втулка. Подобные моторчики устанавливаются на шуруповерты. Все это дело подключать будем к моему самодельному блоку питания через XLR разъем. Он очень удобный и есть фиксация. Вообще-то это аудиоразъем, но он нам сгодится. Сверху будет ссылочка на ролик по сборке блока питания из готовых модулей. Для соединения вала, двигателя и бормашинки заказал вот такую муфту. Она разрезная и фиксируется на валу винтом. На двигатель она подходит, а на бормашинку нужно будет рассверлить посадочное отверстие. Большое преимущество этой муфты в том, что она состоит из двух частей. Это позволит нивелировать небольшой перекос или несоосность соединения валов. Классная штука. Еще заказал немного оснастки. Это два комплекта отрезных кружков разных диаметров. Они похожи на отрезные круги для шлифмашинки, только маленькие и очень хрупкие, будьте осторожны. И последнее — это набор вот таких вот фрез. Выглядят они очень качественно, и в конце ролика мы обязательно протестируем по различным материалам. Ссылки на все компоненты оставлю в описании под роликом. Может, кто-нибудь захочет собрать. Для соединения нашей бормашинки и двигателя необходим переходник. Колхозить из каких-то пластиковых труб и прочей ерунды мне не хочется, и лучшим материалом для него я вижу алюминий. Но такой заготовки у меня нет, и чтобы она появилась, нам необходимо переместиться в одно место. Ну вот, переместились мы, значит, в гараж к моему другу, да. Занимается он ковкой. Собрал вот такую вот печь газовую. И попробуем мы сегодня отлить алюминиевую заготовку, расплавить алюминий. Сделали вот такие вот тегелечки, 2 штуки с нержавейки. Такие вот клещи. И будем отливать, значит, вот в такую вот формочку. И посмотрим, что у нас с этого получится. Ну что, поехали.
Ну вот, набросал я здесь такой чертежик. Такую вот деталь нам надо будет изготовить. То есть диаметр мотора у нас 42 миллиметра. Диаметр самого шпинделя 25,7. Мотор мы также посадим на 42 миллиметра внутрь. Значит, сам шпиндель будет на 30 миллиметров туда входить. А общая длина детали получается 72. То есть у нас получится, то есть шпиндель, муфта, мотор. Ну и примерно она вот так вот у нас будет идти. Такой вот переходничок. Так вот. И то есть внутри будет крутиться. Хорошо, что муфта у нас рассоединяется. То есть мы каждую половинку оденем на вал, закрепим, а потом все вместе соберем. Ну что, давайте попробуем вытащить. Так, ну что, рассверливаем, значит, отверстие. Поставил я сверло на 20. Поехали. Ну что, значит, диаметр под мотор готов, под сам шпиндель тоже готов. Неудобно было точить под сам шпиндель, потому что, во-первых, глубоко находится, и, во-вторых, туда не добраться померить, поэтому приходилось на глаз по чуть-чуть, долго все это происходило, но, в принципе, готово. Так, теперь остается пройтись по наружнему диаметру, уменьшить толщину стенки, чтобы она не была такая массивная, оставить там по 1,5 миллиметра. Ну и в принципе отрезать. И будем пробовать примерять. Поехали. Ну, вот такая вот запчасть у нас получилась. Одел я, значит, на мотор муфточку, на сам шпиндель муфточку. И получается, вот так они соединяются. И потом вот это все просовывается вот сюда. Так, теперь нам осталось вот в этой муфте просверлить вот здесь отверстие 3 штучки. Так, а здесь тоже просверлить отверстие и нарезать на резьбу М4. И здесь просверлить 2, наверное, отверстия, потому что 3 было бы лучше, но 3 не получится, так как у нас здесь стоят магниты. Вот, и они не дадут нам нарезать 3 резьбы. Вот если вот видно, получается, вот здесь один стоит и здесь один. То есть нужно будет резать напротив вот этих вот отверстий крепежных. Они как раз, получается, попадаются между магнитами. Ну, где-то, наверное, либо вот в этом месте, может, либо в этом месте, либо вот в этом месте. Ну, здесь проще будет. Так, сейчас разметимся. Значит, будем скреплять все это винтами М4. Сверло нужно 3,3. Отверстие для резьбы. И таким вот метчиком на М4 будем резать резьбу.
Поехали. Ну вот, просверлил я отверстие, нарезал резьбу, все собрал. Вот так вот это все выглядит. Теперь сюда нужно будет вытащить какой-то колпачок, чтобы защитить провода нам, и чтобы это более так покрасивше выглядело. Значит, после изготовления муфты остался у меня вот такой вот обрезочек болванки алюминиевый. С него мы и вытащим.
вот такая вот бормашинка получилась из доступных компонентов. Работой я ее очень доволен. Думаю, она пригодится мне для следующих проектов. Значит, ссылочки на компоненты, все необходимые, я оставлю в описании под видео. Ну, а если тебе понравился ролик, подписываемся на канал, комментируем. Конструктивная критика всегда приветствуется. А я с вами не прощаюсь. До следующих проектов. Пока.